Современная война – это война беспилотников. Их используют для разведки, для наводки, для диверсий и для масштабных обстрелов. Под каждую задачу есть свое решение. От простого мавика, который можно купить в магазине, до секретных военных разработок. Самые известные беспилотники на службе у российской армии – это иранские шахеды и их российская версия – Герань. Ими почти ежедневно обстреливают украинские города. Но, как правило, системы ПВО могут сбить, если не весь рой шахедов, то его большую часть. Поэтому российское командование все время ищет новые технические решения. Центр досье выяснил, что в России создали новый вертолет-беспилотник. Он может нести на борту ракеты и проводить разведку местности. Эта разработка стала возможна благодаря замглавы первой службы ФСБ и одному из самых высокопоставленных генералов контрразведки. Беспилотником уже заинтересовались в армии, Ростехе и погранслужбе. Это беспилотник вертолетного типа, созданный в конструкторском бюро «Русь». Новые дроны в КБ начали разрабатывать в 2010-х годах и в 2016 году испытали в Приэльбрусье управляемый вертолет. Предполагалось, что техника будет использоваться в мирных целях. Например, для доставки грузов в труднодоступные районы Сибири и в Арктику, а среди потенциальных заказчиков была Почта России. От этой концепции в компании окончательно не отказались, и среди разработок есть аэротакси на 2 человек и аэрогазель. Но в то же время в КБ «Русь» стали работать и над военной техникой для концерна «Калашников». Одной из разработок стал летающий мотоцикл, который в 2017 году с помпой представили публике. Часть проектов не состоялась, для некоторых не нашлось финансирования, и сейчас действующих военных моделей у КБ «Русь» всего 2. Вертолет разведки и целеуказания. Под корпусом камера, которая нужна, например, для наведения артиллерийских ударов. Корпус выполнен в камуфляжном цвете хаки. Максимальная скорость 160 км в час. Предельная высота 3,5 км. Дальность полета 600 км. Ударный дрон. На борту 2 ракеты для поражения техники и воздушных целей. И специальная система, чтобы аппарат не отбрасывал отдачи при стрельбе. Максимальная скорость 240 км в час. Дальность полета 300 км. Предельная высота 4,2 км. Беспилотник перевозят в микроавтобусе. Подготовка к запуску занимает всего 15 минут. Управляют дроном с земли 2 человека, но маршрут можно заложить заранее, и тогда полет пройдет в автоматическом режиме. Цена аппарата примерно 63,5 миллиона рублей, без учета ракет. Проект поддержали в Ростехе, поэтому с конца 2018 года КБ «Русь» базируется на территории Воронежского самолетостроительного общества. Разработки финансируются через фонд «Национальная технологическая инициатива», а с апреля 2022 года 7,2 миллиарда рублей должны были поступать через главный банк оборонной промышленности – Промсвязьбанк. Но из-за бюрократических проволочек компания оплачивала работы из собственных средств. Поэтому в августе руководство фирмы в письме на имя гендиректора Ростеха Сергея Чемизова попросило выделить 2,5 миллиарда рублей. КБ «Русь» формально принадлежит гендиректору Олегу Фоменко, но в действительности входит в группу «Диагональ». Бенефициар – бизнесмен Владимир Прохоров. А его близкий партнер – это председатель совета директоров башкирской содовой компании Андрей Пилипенко. Он же в прошлом сотрудник управления ФСБ в Воронеже. Беспилотниками КБ «Русь» заинтересовались в воздушно-космических силах Минобороны и в пограничной службе ФСБ. И это не случайно. Кроме того, что беспилотники сейчас особенно востребованы на войне в Украине, оказалось, что компанию поддерживают в руководстве ФСБ. На разработку обратили внимание в первой службе, одной из ключевых в Федеральной службе безопасности. Офицеры из этого подразделения курируют Минобороны и согласовывают назначение чиновников и военачальников, в том числе заместителей министра. Они же следят за иностранцами в России, устанавливают прослушивающие устройства в квартирах дипломатов, вербуют сотрудников диппредставительств и следят за ними, используя беспилотники. Сотрудники посольства США замечали, что агенты Департамента контрразведывательных операций следили за детьми посла в школе, на футбольных тренировках и в Макдоналдсе. Дипломаты обнаруживали, что в их дома вламывались неизвестные, а один из дипломатов, работавший с военным атташе, вернулся домой и нашел свою собаку мертвой. Как выяснилось, ее отравили. Замглавы первой службы с 2019 года Алексей Комков. До этого в течение 3 лет он возглавлял управление собственной безопасности ФСБ. Как и все сотрудники контрразведки, Комков не любит публичность. Найти его нам помогла в том числе любовь российских силовиков к хоккею. Комков играет в офицерской хоккейной лиге. В ней есть отдельные команды, например, у московской полиции, спасателей, службы судебных приставов, военно-медицинского управления Минобороны и даже у Следственного управления ФСБ.
С КБ «Русь» Комкова связывают семейные узы. В бюро работает его дальняя родственница Елена Швец. По ее просьбе генерал изучил материалы разработчика и передал их своим коллегам по ФСБ, в том числе из погранслужбы. Хотя в КБ «Русь» рассчитывали начать производство ударного беспилотника до конца 2023 года, из-за сложной бюрократической процедуры этого не случилось. Сначала устройство должно пройти государственную сертификацию. Это долгий и дорогостоящий процесс. Сейчас сертификация намечена на 2024 год. Иранские шахеды с фронта при этом никуда не денутся. У новых ударных дронов, судя по всему, иное назначение. Сейчас, когда украинские беспилотники наносят точечные удары, будь то по нефтеперерабатывающим заводам или по Кремлю, российская армия отвечает массовыми обстрелами. С новым оружием Владимир Путин может пойти дальше и поставить украинскую систему ПВО перед новыми испытаниями.